Всем привет! Продолжаем серию видеороликов, посвященных графическому редактору в Figma. В сегодняшнем уроке разберем, как нарисовать простые иконки для кнопок, а также на основании этого булевые операции с объектами. Комбинация таких операций дает хороший результат. Вот пример создания шестеренки. Сделав окружность, сверху добавляем прямоугольники. Не забывай создать сразу скругление краев и толщину обводки. Это нам обеспечит хорошую скорость при копировании объектов. После того, как уже сделали первичные настройки, выравниваем наш блок по центру окружности и только после этого начинаем копировать. Ctrl-C, Ctrl-V. Эту комбинацию проделываем каждый раз после поворота фигуры, иначе нововыставленная фигура не будет по центру окружности. Поворачивать фигуру нужно задерживая Shift, тогда она будет поворачиваться рывками по 15 градусов. После копирования всех блоков и их выравнивания, закругления и других настроек, только не убираем заливку, она нам еще пригодится, делаем булевую операцию объединения, дискретная математика в действии. После применения объединения все объекты стали как бы одним целым, хотя еще можно изменить каждый отдельный элемент. Если такое не требуется, то можно превратить все в один вектор. Горячие клавиши Ctrl-I. Теперь, когда уже есть основа, то можно вырезать окружность из центра. Для этого просто нарисуем еще один круг по центру нашей шестеренки. Также зададим толщину обводки и не убираем заливку. Делаем операцию вычитания. И вот тут видно, для чего мы сохраняли заливку фигуры. Если бы мы ее убрали, то уже залить фоном не получилось бы. А так мы можем ее сделать хоть стройной, только иметь обводку, хоть с фоном. С отверстием в центре перемещаем нашу шестеренку в кнопку. Как ее рисовали, можно посмотреть в прошлом видео. Кнопка меню готова. Переходим к кнопке общей громкости. Она будет выглядеть как колонка с тремя линиями. Каждая линия будет обозначать уровень громкости. Начинаем рисовать сначала саму колонку. Зная, что векторные объекты можно объединить, эта задача становится тривиальной. Берем на панели прямоугольник или воспользуемся быстрыми клавишами Ctrl-R. Нарисовали. Добавляем треугольник. Поворачиваем на 90 градусов. Сразу настраиваем толщину линий и закругление краев, как и на кнопке с шестеренкой. Делаем булевые объединения и убираем заливку. Переходим к созданию звуковых волн. Это окружность без обводки, так как если оставить обводку, то не получится сделать закругление на краях. Тянем мышкой за край и уменьшаем целого круга на четверть. Подгоняем ширину круга под ширину остальных обводок. Копируем и масштабируем. Каждую последнюю линию делаем меньше по высоте, ширине и толщине. То есть волна уменьшается пропорционально. Такой подход позволит получить контроль над заливкой кнопкой. Сделать несколько состояний будет просто, используя компоновку вариантов. Рассмотрим в одном из следующих видео. Созданный объект группируем и помещаем в кнопку под главный блик. Рассказывая про создание иконок и кнопок, также можно рассмотреть вариант, если требуется воспользоваться уже существующей картинкой PNG. Только нужно изменить цвет. И с этим Figma нам поможет. Только вместо использования булевых операций воспользуемся маской. Выбираем нужные нам изображения. Сверху накрываем другим наиболее подходящим векторным объектом. Квадрат, круг, треугольник. Делаем заливку нужным цветом. Одновременно выбираем картинку и блок, после чего применяем маску. Вот и все, картинка перекрашена. Размещаем в нужном нам месте на кнопке. Рассмотрим еще один вариант создания кнопки. Самый простой, текстовый. В нашем случае там будет находиться всего один вопросительный знак. Остается задача найти начертание, подходящее по стилю. Один из шрифтов, который имеет округлые начертания вопросительного знака, называется Gyrosol. Написали, подобрали размер под кнопку и не забыли поменять цвет на нужный. Вот и все.
Мы показали на практике создание иконок с применением булевых операций над векторными объектами. Всем спасибо за проявленный интерес. До новых встреч!